Война. День 509. Ситуация на фронтах. Сегодня ночью очередной атаке был подвержен Крымский мост, в результате которой тот получил повреждения, и автомобильное движение по нему было остановлено. Судя по характеру и месту повреждений, вероятнее всего атака производилась с помощью надводных дронов «Камикадзе», которые подплыли под мост в наиболее низкой части и произвели взрыв. В результате чего избыточным давлением под мостом пролетная часть, которая шарнирно оперта на опорах моста, была сброшена. И хотя визуально повреждения не столь серьезные, как после Октябрьского взрыва, вероятно проблемы у россиян будут сопоставимы, и время на восстановление уйдет столько же. Пролеты необходимо будет заменить, причем даже тот, который не слетел полностью с опор, так как все равно повреждения у него есть, и использовать на полную нагрузку его уже нельзя. В то же время стоит отметить, что железнодорожный мост не поврежден, и основная логистика российской армии осуществляется именно по железной дороге, так что на фронт этот удар не сильно повлияет, хотя с репутационной точки зрения он весьма болезненный, да и дороги могут быть перегружены некоторое время. Восток. Продолжаются приграничные обстрелы Черниговской, Сумской и Харьковской области. В том числе вчера россияне нанесли ракетный удар по Харькову, ранив там 7 мирных жителей. По линии Сватово-Кременная российские войска наращивают активность, атакуя в лесах южнее Дебровы. На правом берегу Северского Донца идут локальные бои без продвижений. В районе Бахмута украинские войска продолжают атаковать по флангам от города, но россияне потянули сюда резервы, и вот уже несколько дней, как им удалось стабилизировать ситуацию, и новых продвижений ЗСУ замечено не было. В районе Авдеевки, после неудачной попытки россиян атаковать большими силами на прошлой неделе, новых попыток те не предпринимали, и фронт остается стабильным. Юг. Вчера стало известно о новых продвижениях ЗСУ на Бердянском направлении. Так, украинским войскам удалось зайти в Старомайорское, за которое сейчас идут ожесточенные бои. По сути, это означает окончательную ликвидацию российского так называемого Времевского выступа. Тут наступающим украинским войскам противостоит российская 336-я бригада морской пехоты и 5-я отдельная бригада, а также 136-я мотострелковая и 71-й мотострелковый полк, которые, впрочем, уже изрядно потрепаны и вынуждены были отойти в Старомлиновку на восстановление. Далее продолжаются бои за Работино и Жеребьянку, но новых кадров продвижения не поступали. Также у россиян ничего не выходит с попытками выбить украинские войска с левого берега Днепра в районе Антоновского моста. Напротив, плацдарм постепенно расширяется и отвлекает российские силы от основной линии фронта. Спасибо за просмотр, буду благодарен поддержке видео лайками, подпиской и комментариями. Также можете становиться спонсором на YouTube и Patreon.